У нас глава Ваера, да, правильно Да, сегодня? да. Ваера, да. Ну вот я сейчас вкратце ее расскажу, а потом у меня есть нечто, чтобы рассказать. Я посмотрел эти самые ам, комментарии, вот на русском, конечно, да, то, что было там. У меня есть два издания Торы, и на английском посмотрел. И вот этого я, честно говоря, не нашел. А вот то, что я буду рассказывать, это я не придумал, а понял года 4 назад, 3, может быть, и даже где-то записал. Но попытка вчера найти свои записи успехом не увенчалась, так сказать. То есть они где-то есть, где-то в ящиках, но найти не смог. Но я вспомнил, конечно, такие вещи не бываются. Ну вот, значит, последовательность в главе какая, что Бог, Всевышний говорит Моисею, что надо выводить народ, потом идет перечень семей, значит, четко, да, потом кратко вот вспоминается эта предыдущая глава, это разговор Моисея опять со Всевышним, ну и потом идут вот эти самые, здесь у меня тоже маленький комментарий есть к комментарию в Торе Плауга. Посох, помните вот эту историю, когда это самое бросает Аарон, и там есть комментарий, я даже, может быть, его найду, что вот непонятно, почему Аарон бросает, если как бы Моисей главный, а бросает, там, делает все Аарон. И здесь у меня тоже, так сказать, понимание очень простое, понимаете, это, как бы сказать, позиция Моисея вот в этой истории, понимаете, он как бы главный, а Аарон здесь выступает в качестве, ну вот, так сказать, помощника, что ли, да, вот он должен позиционировать себя тоже как человек, ну, условно, равный фараону. А фараон же сам не делает такие вещи. Вот здесь тоже, значит, вот Аарон, возьми посох, там, и сделай то-то. Понимаете, вот это мой комментарий к комментарию в Плауге, так сказать, да. Ну, потом вот эта история с водой, которая превращается в кровь жабы, да, вши, значит, смерть скота, потом град. И вот здесь я это коротко сейчас рассказал, я здесь особо, понимаете, вот здесь тоже в Плауге были комментарии о, как бы сказать, природных явлениях и до какой степени это все природные явления. Я, честно говоря, вот в таких случаях не хочу даже вдаваться в эти обсуждения, понимаете? Потому что если здесь измерять этими самыми, как это называется, вот, естественно, научными концепциями, понимаете, то тогда надо будет задавать вопрос, а с какой вероятностью это могло произойти, что это подряд там все эти реализовались и так далее. Это все глупости. Здесь, значит, цель была четкая, так сказать, Всевышний считал, что, ну, повелел вывести народ из Египта, и все, так сказать. И дальше все под это подстраивалось. А вот другая вещь, которая меня, вот я говорю, я года 4 назад это, до этого, понимаете, мое прочтение вот этой главы всегда было до чего, что фараон тупой. А вот год 4 назад вдруг я сообразил, что никакой он не тупой на самом деле, понимаете. История же там не с фараоном, а здесь не фараона Бог убеждает, Всевышний убеждает, что надо, так сказать, отпустить народ. Он убеждает весь народ Египта, в рабстве которых находятся люди. И понятно, что после первого же сигнала, если бы фараон вдруг сказал бы, ладно, бери народ и уходи, то те самые рабовладельцы, так сказать, возникли бы. А куда ты народ рабов отпускаешь? Понимаете, да? Вот. И здесь именно поэтому этот вовсе даже, наверное, не очень тупой фараон становится, вот все время он возвращает свои слова назад, так сказать, да, вот он говорит, выводи, а потом говорит, а потом передумал, выводи, передумал, после каждого, да, вот. А, И вторая вещь здесь, мне кажется, вот уже, как бы сказать, в другом ракурсе.
это опять же вот эта идея личного выбора, понимаете? Вот фараон должен принять решение об освобождении, да? И вот каждый, ну, у каждого есть свобода выбора, так сказать. Вот он должен выбрать. И Бог здесь, понятное дело, что если бы надо было бы убедить фараона, то там были бы, я думаю, более эффективные и более быстрые меры. Понимаете? Ну, условно говоря, он мог бы поразить его семью и все, да? А ведь здесь это идет убеждение всего народа Египта, так сказать, отпустите. И вот это вот принятие этого должно идти вот с точки зрения свободы выбора каждого человека, ну, каждого вот этого египтянина, чтобы отпустили. Вот мне кажется, вот этот контекст, вот, который я понял, и даже записал, но не нашел, но вот сейчас вспомнил, так сказать. Вот я не знаю, как к этому относятся эти другие комментаторы, потому что я говорю, я только английские вот эти комментарии видел и русские. И английский я только, у меня есть один источник, и все, больше нет. Ну да, ну у нас с вами три вещи. Первая из них – это почему действует Аарон, а не Моше. Действительно, в предыдущей главе, в предыдущих текстах написано, что здесь вот чуть ниже, в начале главы написано о том, что я поставлю тебя Лелохим перед фараоном. Я поставлю тебя Богом перед фараоном. Дело в том, что давно уже было. Это сама концепция, она многое объясняет. Я имею в виду почти все три ваших вопроса объясняет концепция борьба кого с кем происходила во время казни египетских. И почему Всевышний говорит, я поставлю тебя Лелохим, то есть я поставлю тебя Богом, именно так, я поставлю тебя Богом перед фараоном. И комментарии еще давно, когда мы с вами, может быть, 5-6 лет назад обсуждали этот комментарий, говорят о том, что фараон был Богом для Египта, он был Богом, и для себя он был Богом. Поэтому идет борьба богов на самом деле. Ну, в данном случае не Всевышний лично, ну, то есть, конечно, его имя обязательно произносится, от его имени все делается, Моше говорит, что это он все делает, но он сам вот в языческом, египетском понимании он действительно, Всевышний сказал, я поставлю тебя ровнее фараону. Поэтому у нас получается, что задействованы две силы. Сам Моше, как похожий на фараона по своим возможностям, и Всевышний, который разворачивает весь конфликт. И фактически это борьба с язычеством. Это борьба с язычеством. Всевышний доказывает, ну то есть он все время в течение всей Торы доказывает о том, что языческие боги не способны, не настоящие, не реальные. И вот если вера будет в него, то есть вот с тем именем, о котором в самом начале говорит глава, с тем именем, которое он произносит для Моше, да, тогда все станет на свои места, и народ Израиля займет свое положение, правильное положение, и Египет будет скромнее, потому что нужно, чтобы вот увидели, что есть Творец. Пока Моше является его воплощением. Ну, у нас такого не бывает, но, по крайней мере, вот значит, символом, по крайней мере, символом этого сильного Бога. Что происходит с фараоном? Почему вы сказали во втором вопросе, да, и по поводу того, что, естественно, у всех, ну, то есть у Бога должны были быть служители, и Аарон – это один из служителей Бога, как он потом и будет. Он даст начало династии Коганим.
это потомки Аарона, аарониты будут. Да-да-да, я Да. помню это, Вот. да. Поэтому он сразу начинает приступать, собственно говоря, к богослужению. Но пока он выполняет приказы Моше, которые божественные, хотя Всевышний разговаривает и с ним, и с Моше на равных. Я имею в виду, он является обоим и говорит, что делать. Ну вот, действительно, служитель и начальник. И мы, правда, видим, конечно, это то, что вы заметили сразу, что фараон-то сам никуда не выбегает, ничего не делает, ничем не взмахивает, потому что это нормальное положение вещей, так сказать, Бог и богослужение. Бог и служители его. Да, и Аарон выполняет. Это один из комментариев. Второй комментарий простой, но поучительный. Мне нравится, что он поучительный, потому что это поучение благодарности. Нил, река спасли Моше, ну, спасла Моше или спас Моше, не скажешь. Река спасла Моше, когда его в корзиночке мать отправила в свободное плавание, как многих героев, мифических героев Ближнего Востока. И поэтому, что не утопил его Нил, Моше говорит, ну мне неловко, Аарон, мне неловко наказывать моего спасителя. Поэтому, приказ такой, что нужно Нил испортить, как наказать. И поэтому возьми ты посох. Ну, очень хорошее. Я говорю, опять-таки, я очень люблю уроки оттуда извлекать. Это очень интересный комментарий. Это действительно Да, вот эта вот идея благодарности. Это здорово. Я не читал его. да. Он Потому разве что это в Плауге есть разве? нет. Ну, Нет, это в Плаут, Плауге мы нет. говорим о том, что Плаут – это хороший современный комментарий, но, как всякий сборник комментариев, он не полный. Есть очень много их, я не знаю, в голове все не поместятся, поэтому, когда мы разговариваем о Торе, когда мы комментируем ее, вы услышите 10, 20, 30 раввинов, и все будут комментировать по-своему, не повторяясь, используя. Но вот этот мне понравился, потому что это, вы знаете, это то, что называется вот непреодолимо, непререкаемо, не обсуждается о том, что если кто-либо был благотворил тебя, когда тебе было страшно, когда тебе была опасность, когда ты был в опасности. Если кто-то помог тебе, то ни при каких условиях, даже пусть он будет не самым хорошим человеком, или не самым хорошим там, государством, или не самым хорошим организацией, но тебе помогли вовремя, ты должен оставаться благодарен при любых условиях, даже если Всевышний приказывает наказать. Но сам ты не должен в этом участвовать из уважения к прошлым событиям. Хорошо. И мы возвращаемся к фараону и говорим о том, что фараон в очень трудной ситуации. У него вилка, у него дилемма, у него безвыходное положение у фараона. Потому что если он Бог для своей страны, то он не может проиграть другому Богу. Это языческая психология. Он не может проиграть. Как только он говорил, я слабый, я не могу, в этот момент он перестает быть фараоном. То есть его просто не свергают, а отодвигают, так сказать, на задворке истории. А если он говорит, я могу, ну тогда докажи. И он и доказать не может, он понимает, что сил таких у него нет противостоять ни граду, ни мору, ни потом дальше вот тьма наступит. Он не может. Он правда не может. У него нет такого выхода, как сказать «да, я проиграл». Это означает конец ему как Богу для Египта, конец его власти. Никто добровольно власть не отдает. Поэтому тут надо немножечко еще войти в его положение и понять, он не глупо поступает. И почему он говорит, хорошо, ладно, идите, а потом забирает свои слова.
Это ведь мы до сих пор в политике это можем видеть. Это внутренние политические ходы, которые для того, чтобы избавиться, например, ну, пойди помолись за меня, или пойдите помолитесь за меня, говорит фараон. То есть отмени град, отмени вшей, отмени, потому что, ну, в этот момент мы с вами сейчас только ждем, идет нарастание недовольства внутри народа. Это то, что вы тоже заметили. Не только фараона надо убедить. Дело в том, что это тоже политический ход. Всевышний рассуждает природой человека. Природа человека такая, что на очень сильного человека можно повлиять только большими массами народа. То есть вот он несдвигаемый. Мы уже говорили, что у него дилемма, он не может проказать слабину, но народ может подвигнуть его. То есть нужно политический ход, нужно не против вот этого сильного бороться, а поднять против него его же силу, то есть его же народ. Это мы с вами только ждем. В следующей главе мы с вами увидим, как это реализуется. Да. И там будем разговаривать о комментарии, о народном восстании. И, в общем, там было восстание. Это тоже это наш комментарий, который говорит, что народ пришел на основании того, что пришли Ицрим, пришли египтяне к нему и сказали, отпусти их, это уже не Моше говорит, то в этот момент сейчас пока мы видим только назревание этого конфликта. И он не может. Пока политически он пытается, это то, что называется последнее трепыхание человека при власти, последние отчаянные попытки эту власть сохранить. И он говорит, убери. Он боится, что народ возмутится. А ну-ка, если эти нарывы, которые у нас были, или если этот град продлится какое-то длинное время, что будет со страной? Что будет с народом? То есть ему же нужна власть в этом и есть. Это аппарат подавления, государство – это аппарат подавления. И, значит, наведение порядка. Если вдруг взбунтуется вот основа государства, короля делает окружение, то в этот момент, значит, страшно будет. И он просит не за себя. Что ему град? Он во дворце. Что ему там в шее, если у него столько слуг, которые могут вениками выметать их, или лягушки, которые можно постоянно убирать. Они ж не прибывают, они вот прибыли, и теперь их нужно вытаскивать. В общем, нет, он боится за свое кресло. За свое кресло паро. Паро означает большой дом. То есть вот есть дома в государстве, а из них один самый большой. Вот он называется паро, большой дом. Вот он боится за то, что остальные дома поднимутся против него. Хорошо, поэтому он просит, помолись за меня, отмени. Моше над ним издевается, откровенно издевается, говорит, ну хорошо, я отменю. Назови мне день, если ты не веришь, что это Всевышний, назови мне день, когда это должно исчезнуть. Завтра. Ну, во-первых, быстро, а во-вторых, точный день. То есть не через 3 дня, а точный день. Моше говорит, ну хорошо, будет тебе завтра, ты увидишь, и правда завтра случается. Ну, то есть фараон в ужасе от того, что он бессилен, а признать этого не может. Вот. Так что вот на многие вопросы отвечает именно такое. Я говорю, вот, это не глупость, это страшное увядание диктатора, это страшный уход, вынужденный уход. И фараона можно в некотором смысле, конечно, можно понять как человека. Он борется как может. Вот. И по поводу, да, я надеюсь, что я рассказал. Вот, такая вот концепция, такая точка зрения на происходящий конфликт, что, значит, что дает вот такие точечки опоры для того, чтобы понять, что происходит.
Вы сказали тогда, все события спрессованы вместе. Ну, то есть они случаются в одно и то же время, то есть практически за Ну, одно. да, одно за Но это то, другим, да. да, это то, что в этом году как раз вот я хотел, на что я хотел обратить внимание, это не первая беседа наша, это отношение к чудесам. Мы с вами когда-то еще несколько лет назад тоже говорили, что к чудесам отношение должно быть очень осторожное, потому что ничего, они нейтральны, они могут служить только привлечению внимания, концентрации внимания, то есть точка сборки. Но дальше не они становятся главными. Это мы с вами должны увидеть. Я в в комментарии рассказывал историю раби Элиезера, когда раввины, и раввины пришли к выводу, что критерием истинности того или иного события или вообще любым критерием истины является только Тора, а не чудо. То есть то, что случается после чуда, мы анализируем с помощью Торы. Если это противоречит Торе, то это чудо не имеет значения или имеет отрицательное значение. Если же опять-таки случилось чудо и привлекло наше внимание, мы опять смотрим, что после этого чуда случилось. Если это на слова Тора ложится как естественное, как продолжение этих слов, мы говорим: о, это пророк сказал, о, это для нас. На самом деле только привлечение. Поэтому мы с вами говорили о том, что бывают ли чудеса, нарушающие законы природы. Многие комментаторы скажут, что да, бывают чудеса, которые не соответствуют твердым, жестким законам природы, но были созданы, это 2 занятия назад, но были созданы до сотворения мира и просто лежали наготове. Как устава Валаамовой ослицы, как раздвигание Тростникового моря. Мы его не называем красным, мы его называем Ям-Суф, то есть Тростниковое море. У нас откуда слово красное, я не знаю. Это позднее какое-то понимание, не наше, не еврейское понимание. Так вот, Тростниковое море разошлось. И несколько событий, которые вот были, там червячок в истории об Ионе. И они просто применились. Наступило их время, и они применились. Как и 10 казней. Они тоже вот они. Но мы обращали с вами внимание о том, что есть уникальный инструмент у Всевышнего, уникальный инструмент по своей природе, ближе всего стоящий к нему. Самому инструмент, ближе всего по природе, стоящий к Всевышнему, это время. И мы тогда вот, когда я проводил эту беседу по недельной главе, говорил о том, что если растянуть даже на небольшое время, на 10 лет каждую казнь, то никто не отреагировал бы на нее. То есть несколько дней шел град, через 10 лет забыли. Несколько дней были какие-то вши там, или лягушки, или еще что. Несколько дней, а потом 10 лет нет, никто не свяжет их вместе в картинку. Свяжут только в одном случае. Если напасти сыплются. Вот как меняется человек. Когда он говорит: у меня черная полоса, и то в черной полосе он надеется, что это кончится, и потом будет все в порядке. Нет, а тут черное за черное, черное за черное, черное за черное. Это уже не полоса, это уже такой огромный. И вот это дает ощущение чуда. Да, в одно и то же время очень простые события. Мы знаем из истории, из той же самой египетской истории. Есть надписи на стенах, в которых описываются 2-3 казни египетские. 2-3. Голод и, например, саранча. Или там град и тьма. Было такое, что тьма – это объяснение, может быть, для современного человека достаточно простое. Это вулкан, и это пепел, и это то, что скрывает солнце. Причем этот пепел в зависимости от ветра может идти в каком-то очень узком коридоре, а в земле Гошен этого не было. То есть вот буквально Да, пепел. да, понимаю, да. Да.
Так что и даже такие мелочи, когда в еврейской зоне, так сказать, в земле Гошен не происходило таких событий, вполне тоже может быть иметь совершенно естественное объяснение. Неестественно то, что все это вместе. Вот это поражает. И поэтому это как раз самое важное, что случилось. Это сближение всех казней во времени. Вот это самое важное. Да. И еще, может быть, два слова, это я добавочку, я просто не успел это сказать в обсуждении недельной главы. Но там, если достанете эту запись, там будет написано о том, что история с крокодилом. Дело в том, что здесь очень часто у нас в переводах будет «и бросил он посох, превратился тот в змею». Да. В данном случае это не змея. В данном случае это летанин или летамим, таним, летаним или летанин – это некое существо, некое водное чудовище. Мы можем представить, что это и крокодил, и гиппопотам, или еще что такое. Ну, в общем, никто не знает, утеряно слово утеряно. Чаще всего переводят как змея, потому что палка похожа на змею, но змея на палку – это легче представить. Но мы ходили с вами смотреть языки Иезекииля, по-моему, пророка, в котором написано: «А ты», пророчествует Иезекииль, Всевышний пророчит через него, говорит: «А ты, фараон, запятая, царь египетский, запятая, крокодил, лежащий в Ниле, запятая». То есть крокодил, лежащий в Ниле, это и есть символ фараона. Поэтому ирония состоит в том, что Аарон берет посох, бросает, и перед фараоном появляется он сам. И ирония состоит в том, что волхвы делают то же самое. Появляется еще несколько фараончиков. И фараон, читайте подстрочник, и фараон Аарона пожрал фараонов, а мы все знаем, что такое династия, как они меняются. То есть ему политический прогноз: тебя пожрут. Это одна история. Вторая история. Аарон вынуждает волхвов фараона, значит, повторять его, потому что они не могут что-то другое придумать. Ну, например, он сделал крокодила, а они сделали там ибисов. И вот ибисы разлетели, ну, в общем, нет, надо повторить, надо доказать такую же силу. И они создают неприятности, включая вот эту неприятность с крокодилом, они создают неприятности такие же, которые создал Аарон или Моше. То есть появляется кровь, причем говорится о том, что вода превратилась в кровь везде. Плаут как раз упоминает о том, что если вся вода превратилась в кровь, то где волхвы взяли чистую воду, чтобы превратить ее в кровь, если даже в катках, значит, стояла кровь? Ну, это тут просто тупичок небольшой логический. Но они берут и превращают в кровь. Потом лягушки. И что делают? Пошли жабы, значит, выплыли из воды, наполнили все, там катки, наполнят катки твои, печи твои даже. То есть вся кухня в этих жабах. Что делают волхвы? Они делают то же самое. И к этим жабам, которые уже были, появились еще одни жабы. То есть больше жаб. Вот где ирония. Дело в том, что наша литература скрывает в себе очень часто шутки, которых мы вот из опасения или из такого вот, ну, скажем так, мы ведь все недавно, 30, 40, 50 лет, это недавно, начали читать Тору. Поэтому мы боимся, относимся как к священному тексту, как она и есть. Но и в священном тексте может заключаться и шутка, и ирония. Да, здесь ехидства в этой главе хватает, Да. так сказать, это ехидство по отношению
к этим жрецам, ко всем этим, так сказать, телодвижениям, так сказать, этой публики, ехидства очень много, так сказать, конечно. И вот получается, да, вот получается, сделали то же самое чары своими, ожесточило сердце фараона, потому что он видит, ну, опять-таки, мы можем с вами чуть-чуть только дофантазировать, домысливать. Фараон видит, с какими идиотами ему приходится работать в данном случае. Ну, там, Женя, поэтому ожесточилось его сердце. Положиться некому. А кто-нибудь вот такой социальный фактор, как бы сказать, комментировал, что все-таки Всевышний хотел донести, как бы сказать, этот сигнал не только до фараона, а для всего народа Египта, так сказать. Вот мне кажется, что это очень важная вещь, понимаете? Вот что сама вот эта концепция греха, так сказать, концепция наказания, значит, этих, она не, как бы сказать, не ориентирована только на фараона, понимаете? А она на самом деле затрагивает всех. И чтобы все единодушно пришли к мысли, что все, отпустите. Да. И мы говорим о том, что это очень большая, то, что называется, сверхзадача. В современном театре или фильме есть сверхзадача, которая не очевидна, она разрешается только в конце. А мы с вами, когда переходим к чтению Торы, начинаем словами Ишаягу: «И будет в конце времен, возвысится гора Дома Господня над всеми горами, и пойдут все народы, давайте, и скажут все народы, давайте взойдем на гору Господню, к дому Бога Якова, и станем ходить стезями его». Вот. Дело в том, что это и есть действительно очень большая цель. Она не наша цель, мы не пропагандируем. У нас, вы знаете, у нас нет прозелитизма, у нас нет задачи, у Нет, нас есть конечно. задача показать, донести и показать текст. И текст Торы, текст Синайского откровения, чтобы люди сами поняли. У нас нет, мы не можем, это вы знаете, может быть, из педагогики, свою голову на чужие плечи не поставишь. И вот Пока это, человек сам не придет, да, бесполезно ему рассказывать о красоте Бога, о всемогуществе Его, только беря в руки текст, только сам вскрывая, взламывая, так сказать, оживляя этот текст, человек может прийти. Поэтому казни – это не слова, казни – это не текст, казни – это яркие примеры всемогущества, которые могли подвигнуть людей, да. всех и того И времени. главное, чтобы свобода выбора была. Вот они Да. должны сами это сказать. Это же первая встреча Всевышнего вообще с человечеством. Он же сначала разговаривал с Нохом, с Адамом, с Нохом, с Авраамом, Ицхаком, Яковом, Имеется в виду штучно, со всеми. Ага. лично говорил с каждым человеком и никогда не обращался к группе людей. Теперь он обращается к народу Израиля, который будет его носителем, я имею в виду носителем его идей, и он говорит: это первенец мой. То есть вот из всех народов я впервые заметил народ, который способен принять мои законы, мою Тору. Остальные люди тоже должны их принять, но этот первый сделал. Ну, то есть вот он первенец мой. И после этого все должны быть. И он подготавливает. Это было успешно или неуспешно произошли, так сказать, события, которые Всевышний уготовил. Успешно или неуспешно. Народ отпустили, мы говорили, это очень важное событие, свобода от рабства и взять на себя ответственность, взять законы Всевышнего. Это успешная часть. Но поверили ли египтяне? Временно, да. Временно, да. То есть это долго играющая, долго работающая программа. Первая неудача была. Ну, то есть, да, испугались, но испуг и доверие
испуг и знание о Всевышнем – это две разные вещи. Испуг толкает. Мы ведь с вами разговариваем и в разговоре употребляем. Ивата Данай Тхилат Хахма. То есть страх Бога – начало мудрости, но не конец ее. Это начало мудрости. Страх подталкивает тебя узнать больше о том, что тебя вот так поразило, заставило трепетать. И вот заставили трепетать египтян, но ушли, и евреи остались под крылом, под шхиной, то, что мы говорим, остались под крылом. А египтяне через некоторое время подзабыли, сейчас где вы, где египтяне. И еще одна вещь здесь есть, конечно же, страх и жадность. Здесь же еще вещь есть, которая, так сказать, еще очень часто людей подвигает на неправедные поступки. Это жадность просто. А как я вот возьму и отпущу там 20 своих рабов, так сказать, а чего же я буду делать, понимаете? Вот это, какой бы страх ни был, а жадность, она серьезная жадность. Вот надо было вот эти 10 казней сделать, чтобы вот они, наконец, даже тогда до конца ведь не поняли. Ведь фараон неспроста же с войском за нами пошел, так сказать, правильно? Да. То есть ничего-то они и не поняли. Мы говорим, что да, испугаться испугались и отпустили, но понять так и не поняли. Понять так и не поняли, да, Пойдем, вернем рабов, кто же нам будет строить города. конечно. Да. Ребят, спасибо.